Пещера находится прямо под дорогой. Сворачиваем с асфальта, еще 200 метров по грунту, и мы у входа. Встречайте, Ее Величество, пещера проходная. Хотите посмотреть в глаза Бога? Пещера проходная или Божьи очи – самый длинный пещерный туннель в Болгарии с самым высоким сводом. Фактически это грандиозный подземный проход длиною 262 метра с двумя выходами, из-за которых пещера и получила свое название. Мы сейчас прибыли к малому входу в пещеру. Его высота составляет 35 метров. Вы только представьте, через этот свод в пещеру можно было бы затянуть 10-этажный дом. Не правда ли грандиозные габариты? И это ведь малый вход, а на обратной стороне нас ожидает большой. С малого входа в доступ к пещере максимально комфортный. Большинство туристов приезжают именно сюда. Здесь же разместились местные предприниматели, которые продают сувениры и магнитики. Ну а в день моего приезда еще и продавали малюсеньких щенят. Как гласила табличка, мини-пинчеры. Я пополнять семью лишним питомцем не планировала, но и пройти мимо такой милоты, конечно же, не смогла. Ну да ладно, полюбовались и хватит. Возвращаемся к пещере. Помимо продавцов на входе, нас встретят лишь информационные таблички. Вход в пещеру совершенно бесплатный, поэтому ни кассы, ни контролеров тут нет. Если у вас мало времени, то можете даже оставить посещение проходной на конец своего путешествия, так как ограничений по времени здесь тоже нет. Можете посетить этот уникальный подземный туннель даже ночью. Спуск к пещере проходит по узкой каменной лестнице. Перед входом в пещеру сначала нужно пройти через широкий каменный предбанник, который просто завораживает своими размерами и обладает шикарной акустикой. Ау! Даня! Внутри самой пещеры довольно прохладно и сыро, поэтому не забудьте надеть теплую одежду перед поездкой. Ну а если вы, как и я, посещаете пещеру зимой, то будьте максимально аккуратны. Сверху сквозь трещины в пещеру проникает влага, которая собирается каплями и падает вниз. Но если в летнее время это всего лишь милая особенность, то зимой на голову туристу могут свалиться уже сосульки, причем приличного такого размера. А под ногами отполированный влагой за века пол, еще покрытый ледяной коркой. Скажу так, критичного в этом ничего нет, но дополнительная бдительность лишней никогда не бывает. Пещера образовалась более 66 миллионов лет назад. В те времена уровень Мирового океана был намного выше. В тот период через пещеру протекала река Искыр, которая весной особенно разливалась и веками пробивала себе путь в каменной породе. Она и сформировала это чудо природы, по которому мы сегодня с вами гуляем. В настоящее время уровень воды уже ниже самой пещеры, и она полностью доступна для посещения независимо от сезона. Находиться в пещере днем более чем комфортно. Помимо огромной высоты потолка 56 метров, пещера еще может похвастаться хорошим освещением. Не в последнюю очередь благодаря двум естественным отверстиям в потолке, через которые солнце заливает пространство мягким светом. Но основная фишка пещеры даже не в факте наличия отверстий, а в их симметричной форме.
благодаря которой они просто мистически напоминают человеческие глаза. Именно из-за этих отверстий в форме разреза глаз пещера и получила второе название «Глаза Бога» и была провозглашена природной достопримечательностью. Она входит в список 100 национальных туристических объектов Болгарии. Проходная является одной из самых популярных туристических достопримечательностей в Болгарии, и это неудивительно. Пещера удивляет своими размерами, а также своей уникальностью. Под самыми глазами есть небольшая площадка, на которую стоит подняться, чтобы осмотреть красоту пещеры с высоты. На стене напротив площадки в 2016 году была установлена икона Иисуса Христа в кованой оправе. Это подарок монахов Троянского монастыря. Икона имеет размер порядка 1,5 метра в высоту. Она установлена именно в этом месте не просто так. 21 марта, в день весеннего солнцестояния, солнце проходит по небосводу под таким углом, что максимально волшебно освещает пещеру, а луч ложится на стену именно в том месте, где размещена икона. Археологи обнаружили здесь следы людей неолитической эпохи. Вероятно, позднее здесь размещалось фракийское святилище, посвященное богине-матери. Известно, что в древности тут проводились всевозможные ритуалы. Местные жители пересказывают легенду, связанную с проходной, в которой утверждается, что в период османского правления здесь были казнены несколько девушек, которые отказались принять веру захватчиков. Турки провели показательную казнь, сбросив гордых девушек в каменное жерло пещеры. Эта трагедия так тронула скалы, что они заплакали, словно живые существа. Во время дождя из глаз в пещеру капают капли, напоминающие о той горькой истории. Прогуливаясь по главному залу, появляется странное чувство. Просто перехватывает дух. Когда стоишь под Божьими глазами, в этот момент не хочется думать ни о чем. Стоишь и чувствуешь себя маленькой-маленькой перед таким величием. И единственное желание – это наслаждаться моментом. Из-за того, что пещера неохраняема, часто туристы приходят в нее даже ночью. Есть что-то мистическое, когда смотришь на звездное небо сквозь эти глаза, как будто какая-то высшая сила взирает на тебя сверху. Ну а если в момент по небосводу над вами пройдет полная луна, то ассоциация с глазами станет и вовсе пугающей. Снаружи же пещера менее грандиозна. Весной местность здесь зеленая и покрыта невысокой растительностью. Зимой земля оголяется, и вид уже становится не таким привлекательным. Отверстие же в земле выглядит как две зловещие черные точки. Пожалуй, если бы древние люди могли взглянуть на пещеру с высоты птичьего полета, то скорее назвали бы ее «Глаза дьявола». В общем, все относительно и сильно зависит от того, под каким ракурсом ты смотришь. Отвесные стены пещеры Глаза Бога привлекают не только поклонников дикой природы и мистики. Это место пользуется заслуженной славой у любителей экстрима. Начинающие альпинисты не прочь покорить вертикальный подъем в 60 метров на глазах публики, для чего в стенах заранее были подготовлены специальные трассы. Помимо аматоров, на этих трассах также обучаются и готовятся и профессиональные альпинисты и спасатели. Но об этом мы с вами поговорим чуточку позже. Не обошли стороной пещеру Глаза Бога в Болгарии и кинематографисты. Здесь снимали множество фильмов, включая такие голливудские хиты, как «Конор Варвар» 2011 года с Джейсоном Момоа, «Путь домой» с Колином Фарреллом, а еще «Турецкий гамбит», «Он дракон», «Последний неандерталец». И это только некоторые из них. Список продолжается, и каждый год в коллекцию пещеры добавляются новые киноленты, что делает проходную настоящей звездой мирового кино. Но есть еще одна категория людей, которые стали завсегдателями пещеры. Это бейсджамперы.
Они облюбовали второй вход в пещеру, который по совместительству величают большим из-за его гигантских размеров – 45 метров. Здесь можно испытать свою смелость и получить массу незабываемых эмоций. На большом входе или же выходе из пещеры, опять же, смотря откуда смотреть, туристическая тропа не заканчивается. Прогуливаясь вдоль отвесной скалы, вы сможете заглянуть в несколько других небольших пещер и вдоль скального монастыря подняться на живописное плато, с которого открывается прекрасный вид на речку Искыр и ее окрестности.